Всем привет, дорогие друзья! Как и всегда, вы на нашем канале Realistic PS. Сегодня у нас четверг, и как бы мне хотелось сказать, что мы сегодня рассмотрим очередное оперативное обновление, когда мало-помалу, но Konami все-таки добавляют контент в игру. Но нет, сегодня особенно оперативное обновление. Сегодня обновление перевыпуска. По большей части, весь контент, который сегодня, вот конкретно сегодня появился в игре, это перевыпуск предыдущего контента. И хоть что-то новое ожидает нас только на следующей неделе. Но обо всем по порядку. Не забывайте поддерживать это видео своими большими пальцами вверх. Подписывайтесь на канал, если вы находитесь здесь впервые. Ну а мы начинаем. Все мы с вами знаем, что если копить монеты в eFootball, то все равно не удастся выявить желаемого эпика. А поэтому, если вам необходимо приобрести монеты для eFootball Mobile, то вам на PlayRock. PlayRock — это маркетплейс товаров и услуг. Помимо приобретения желаемого товара, вы также можете предложить свои товары и услуги. А выводить средства с их сайта стало еще выгоднее, нежели раньше. И теперь комиссия с вывода снижена с 10% до 5 или 6% в зависимости от выбранного вами способа. Приобрести любой интересующий вас товар можно быстро и, самое главное, легко. Выбираем удобный способ и оплачиваем в пару кликов. Все происходит быстро и, самое главное, безопасно. Помимо всего прочего, на PlayRock постоянно проходят розыгрыши, поэтому переходите по ссылке и закупайтесь по лучшим ценам. Как и было ожидаемо, футбол национальных сборных подошел к своему завершению, соответственно, подошла к концу и кампания в честь этого, и возвращается кампания по клубному футболу, и в частности по Лиге Чемпионов. На самом деле давно чего-то подобного не было, поскольку Konami обращали внимание на нелицензированные турниры лишь опосредованно в виде только соответствующих паков, команда недели по Лиге Чемпионов и шоу-таймовских наборов с лучшими игроками Лиги Чемпионов, и раньше, по-моему, тоже было по Лиге Европы. А вот прям, чтобы каких-то тематических паков, как были селекционные паки в начале вот жизненного пути eFootball, или вот отдельно кампания в честь финала Лиги Чемпионов, когда Реал играл против Ливерпуля, это также было в начале жизненного пути eFootball. Чего-то подобного в игре не было давно, и вот с нынешним оперативным обновлением нечто подобное мы наконец-таки получили, потому что с этой кампанией появился отдельный турнир, как это было с чемпионатом Европы и Кубком Америки, где нам предстоит играть против искусственного интеллекта. Правда, нынешнюю формацию Лиги Чемпионов Konami решили не учитывать, и мы начинаем с группового этапа, и только потом играем плей-офф. Ну и в целом в рамках этой кампании можно заработать целых 100 золотых монет как раз таки за прохождение этого ивента, также поинты прокачки, и, наверное, что самое главное из этой кампании, подарочные крутки на перевыпущенный пак из карточек команда недели, которые фигурировали на протяжении всего сезона. Вроде бы идея неплохая, в принципе, но вы только посмотрите, какие карточки они решили выбрать для этого пака. Они проигнорировали Мбаппе, они проигнорировали Винисиуса, Ямаля, того же самого Тюрама в конце концов. Зато в то же время пихают аж целых 2 карточки МакАлистера. И слава богу, они хотя бы с разными стилями, потому что если бы была одна и та же позиция, был один и тот же стиль, просто немного разные карточки за разные матчи, это было бы еще более странно, нежели сейчас. И если вы думаете, что подобная участь коснулась только контента для недонатеров, то нет. То же самое касается и донатеров. И в качестве эпического пака, который мы сегодня получили, это перевыпуск предыдущих эпических нападающих. И здесь двоякая ситуация, потому что вы мое отношение к перевыпуску знаете в этой игре. Ёбаный козёл, I fuck your bullshit, shit! Когда в базе данных есть определенное количество игроков, когда мы ждем конкретных игроков, чьи изображения засветились в китайской версии игры, что делают Konami? Конечно же, перевыпускают старые карточки. Но с другой стороны, пак-то на самом деле очень даже хороший, особенно если вы по тем или иным причинам пропустили его в предыдущем. И то это даже касается не одного конкретного пака, а целых 3 паков с английскими игроками, с европейскими нападающими и, по-моему, с испанскими нападающими, потому что каждая карточка, вот эпическая карточка в этом наборе, это выдернутая карточка из 3 предыдущих наборов. И без преувеличения все 3 футболистов могут заметно усилить вашу игру в атаке. Поэтому перевыпуск мы крайне осуждаем, но в то же время пак очень годный. Опять же, с помаркой на то, что у вас нет этих карточек, вы на них не донатили, вы их не выкручивали, а поэтому, скорее всего, в большинстве своем этот пак пройдет мимо. Хотя не мимо меня.
Мне бы очень хотелось поговорить про актуальную команду недели, но поскольку там снова ничего интересного, нет чего-то такого, что могло бы привлечь наше внимание, давайте поговорим про новый контент, который нас ожидает только на следующей неделе, начиная с понедельника, а там, в принципе, более-менее интересно, поскольку в базе данных появились новые карточки, которые ожидают нас уже, опять же, со следующей недели. В частности, это возвращение пака клубной селекции, на сей раз это мадридский Реал и полный комплект. Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем, Рауль Асенсио в качестве дебютанта, вот именно в рамках спешл карточки. Камавинга, в принципе, неплохой вариант для усиления в центре полузащиты. Эдер Милитао, ну и так по мелочи. К слову, на просторах сети уже фигурировали концепты вот подобного пака с игроками мадридского Реала, и в большинстве своем мы представляли, что дизайн у них будет вот полностью белым. Но на самом деле дизайн оказался куда круче, чем мы могли представить, и получается это сливочный дизайн с непонятно откуда взявшимися оттенками синего. Ну и плавно переходим к контенту для донатеров, это в частности предстоящий эпический пак, а здесь у нас игроки партнерского клуба, а в частности Интера. Наконец-таки, после появления в базе данных, начиная с осени, в игре дебютирует Хавьер Занетти. Представлен он в качестве атакующего защитника, представлен он на левом фланге обороны, но что самое интересное, у него доступно немалое количество других позиций. И тут вам и правый фланг, и опорка, и центральный полузащитник, и даже правый полузащитник. Для атакующего защитника, в принципе, ему нарисовали более-менее неплохие цифры. И это, опять же, учитывая, что это лишь, предварительные цифры без официального количества уровней прокачки. Противоположность Занетти в этом паке это Джузеппе Бергами, который представлен в качестве обороняющегося защитника и уже на правом фланге. Для кого угодно, кроме самих центрбэков, Konami рисует самые что ни на есть высокие оборонительные цифры. Для обороняющихся фланговых защитников, для опорников, но опять же, только не для центрбэков. Ну и к слову, второй дебютант в рамках этого пака это Кристиан Вьери. К моему удивлению, его никогда не было в eFootball, по-моему, и в серии PES он также отсутствовал, и если я все правильно понял, я правильно проставил уровни прокачки, то он на самом деле крайне сбалансированный форвард. Куда ни посмотри, у него зеленые цифры, имеются бирюзовые цифры, тут вам и скорость, и умение атаковать, и реализация, и прыгучесть, и игра головой, и даже устойчивость при толчках имеется. За исключением одного единственного момента, это пасы. И здесь палка о двух концах, поскольку некоторые играют таким образом, что нападающим особо не приходится распасовываться, они вот у них играют именно что на острие, как-то вот максимально редко взаимодействуют с другими фланговыми, возможно, нападающими, с полузащитниками, и поэтому для них вот этот момент с пасами, наверное, будет незаметен. Но у меня получается так, что нападающие активно принимают участие во взаимодействии, в подыгрыше, в игре в стеночку, и поэтому вот проецируя на себя и карточку Вьери на свой состав, конечно же, вот этот вот момент с пасами, он бы стал вот тем самым, по сути, единственным камнем преткновения, поскольку моделька у него ожидается, достаточно тоже сбалансированная и хорошая. У него длинное покрытие ног, то есть у него почти что максимальное значение длины ног, у него также длинные руки, что в лишний раз позволит ему удерживать корпус и удерживать рукой соперника, который будет подпирать его сзади. Достаточно высокий прыжок, поэтому за мячами он будет дотягиваться только так. И поэтому я более чем уверен, что эпический пак по Нарадзуре будет одним из самых имбовых и метовых в игре, который появится уже со следующей недели. На этом же у нас все, дорогие друзья. В комментариях, как и всегда, буду ждать ваше мнение, хотя, казалось бы, о чем тут вообще можно рассуждать, но если не о нынешнем контенте, который является перевыпуском, то хотя бы о предстоящем паке. Будете ли вы крутить пак с мадридским Реалом и будете ли вы крутить пак уже с игроками Интера. Также не забывайте поддерживать это видео своими лайками, подписывайтесь на канал, если вы находитесь здесь впервые, и прожимайте колокольчик для уведомлений. У меня на сегодня все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч.